Вы стоите на кухне, открываете банку или пакет с кормом, и ваша кошка радостно бежит на звук, предвкушая обед. Вы чувствуете себя хорошим владельцем, вы выбрали бренд с красивой этикеткой, заплатили немалые деньги и уверены, что обеспечиваете своему питомцу долгую и счастливую жизнь. Но что, если прямо сейчас, в эту самую секунду, вы совершаете ошибки, которые буквально перепрограммируют гены вашей кошки, увеличивая риск развития рака и других смертельных заболеваний? Правда заключается в том, что сегодня мы наблюдаем настоящую эпидемию онкологии у домашних животных. Статистика пугает. Каждый третий питомец столкнется с раком в течение своей жизни. Но вот в чем секрет, о котором молчит индустрия кормов. То, что вы кладете или не кладете в миску, может стать самым мощным оружием в предотвращении этой трагедии. Сегодня мы сорвем завесу тайны и разберем 4 критические ошибки при кормлении, которые превращают миску вашей кошки в бомбу замедленного действия. Мы узнаем, как поддерживать идеальное состояние тела, чтобы подарить питомцу лишние 2 года жизни, почему ваша кошка не должна есть печенье и как избавить ее организм от клеток зомби. Глава 1. Ошибка номер 1 – культ хорошего аппетита и скрытое ожирение. Многие из нас привыкли считать, что толстая кошка – это счастливая кошка. Мы умиляемся округлым бокам и просим добавки, когда питомец смотрит на нас жалобными глазами. Но в мире ветеринарной онкологии лишний вес – это не просто эстетический дефект, это хроническое воспаление, которое подпитывает раковые клетки. Исследования, проведенные крупными компаниями, такими как Purina, показали поразительные результаты. Собаки и кошки не исключение, которых держали в идеальном, поджаром состоянии, жили в среднем на 2 года дольше. Они избегали целого букета серьезных заболеваний, и между стройным телом и низким риском рака была обнаружена прямая корреляция. Что вы должны делать вместо этого? Вам нужно научиться оценивать кондицию тела вашей кошки не глазами, а руками. В идеале вы должны легко прощупывать ребра вашего питомца. Если между вашей рукой и ребрами кошки находится толстый слой жира, это тревожный сигнал. Вы должны быть очень осторожны в расчете калорийности рациона. Не полагайтесь только на рекомендации на упаковке, ведь метаболизм каждого животного уникален. Если ваша кошка малоактивна, ей нужно значительно меньше еды, чем указано в таблице. Ваша цель – поддерживать сухую мышечную массу, что является фундаментом долголетия. Глава 2. Ошибка номер 2. Углеводная ловушка и топливо для рака. Посмотрите на состав вашего корма. Если вы видите там рис, пшеницу или кукурузу, знайте, вы кормите не хищника, вы кормите болезнь. Эти ингредиенты являются рафинированными углеводами, которые в организме мгновенно расщепляются до глюкозы. Почему это смертельно опасно? Потому что глюкоза – это предпочтительный источник энергии для раковых клеток. Если в организме вашей кошки затаилась пара мутировавших клеток, сахар из корма становится для них идеальным ускорением. Когда кошка потребляет эти углеводы, ее поджелудочная железа вынуждена вырабатывать огромное количество инсулина, а печень сохранять излишки в виде гликогена. Но ресурсы печени ограничены, и в итоге все это превращается в жир, создавая идеальную среду для роста опухолей. Что вы должны делать вместо этого? Выбирайте диету, которая основана на высоком содержании белка, умеренном количестве жира и экстремально низком содержании углеводов. Читайте этикетки. Если вторым или третьим ингредиентом идет пшеница или кукуруза, верните этот пакет на полку. Кошка – облигатный хищник, ей не нужны 50 километров выносливости, которые могли бы оправдать такое количество углеводов. Также обратите внимание на лакомства. Большинство из них – это просто углеводные бомбы. Если вы хотите побаловать свою кошку, используйте чистый животный белок, например, сублимированную курицу или печень. Лакомства должны составлять не более 2–3% от общего рациона и даваться не чаще 3 раз в день. Помните, все, что быстро превращается в сахар,
в конечном итоге превращается в болезнь. Глава 3. Ошибка номер 3. Химический коктейль и невидимые токсины. Многие владельцы ошибочно полагают, что коммерческий корм проходит строжайший контроль. На самом деле, большинство обработанных кормов – это настоящая свалка химических веществ. 1. ГМО и гербициды. Генетически модифицированные соя и кукуруза выращиваются с использованием огромного количества гербицида. Roundup, глифосат. Исследования показывают четкую связь между уровнем глифосата в моче и чистотой. Возникновение рака. 2. Тефлон и БФА. Посмотрите на внутреннюю поверхность пакета с кормом. Этот блестящий слой часто содержит тефлоновые химикаты, которые выщелачиваются прямо в еду. А консервные банки часто высланы слоем, содержащим БФА, бисфенол А-токсин, связанный с серьезными гормональными нарушениями и раком. 3. Тяжелые металлы. Тесты показывают, что в кормах часто содержится свинец, мышьяк и кадмий в концентрациях, значительно превышающих нормы безопасности. Кадмий напрямую коррелирует с развитием различных видов рака. Что вы должны делать вместо этого? Минимизируйте количество переработанной пищи. Ищите корма, которые маркированы как «без ГМО». Если вы используете сухой корм, никогда не храните его в оригинальном пластиковом пакете. После открытия пересыпьте его в стеклянную или керамическую тару, чтобы избежать контакта с химикатами упаковки. Но лучший путь – это переход на цельные, необработанные продукты. Глава 4. Ошибка номер 4. Одержимость сухариками. Kibble как джанк. Фуд. Сухой корм Kibble – это, пожалуй, самое удобное изобретение для человека, но самое вредное для кошки. Вы не можете сделать эти маленькие гранулы без добавления углеводов, они просто не будут держать форму. Но главная проблема Kibble – это высокотемпературная обработка. Когда ингредиенты смешиваются и подвергаются воздействию экстремального тепла, образуются AGEs – конечные продукты гликирования. Эти вещества вызывают хроническое воспаление и напрямую связаны с развитием рака, преждевременным старением. По сути, кормление кошки только сухим кормом равносильно тому, как если бы вы сами питались только чипсами и сухими завтраками. Что вы должны делать вместо этого? В идеальном мире мы должны полностью отказаться от сухого корма. Вместо этого рассмотрите варианты. Замороженный сырой рацион. Он состоит из животного белка и овощей без углеводов. Бережно приготовленная пища – это использование цельных продуктов говядина, печень, тыква, которые не подвергались жесткой термической обработке. Домашнее питание. Если вы готовите сами, обязательно добавляйте витаминно, минеральные комплексы, кальций. Так как мы не используем кости дома и полезные жиры, такие как масло софлора. Глава 5. Секретное оружие, интермиттирующее голодание и очищение от зомби-клеток. Существует стратегия кормления, которая может показаться вам странной, но она способна буквально омолодить организм вашей кошки. Это интермиттирующее периодическое голодание. Когда животное не ест в течение продолжительного периода времени, например, 20 часов раз в неделю, в его теле запускается процесс под названием аутофагия. Организм начинает искать источники энергии внутри себя и в первую очередь уничтожает так называемые клетки зомби. Это клетки, которые уже не функционируют нормально, но и не умирают, оставаясь в теле и вызывая хроническое воспаление, которое является почвой для рака. Как это сделать? Попробуйте один день в неделю кормить кошку только один раз, например, утром, а следующий прием пищи делать только через 20-24 часа. Это позволит системе перезагрузиться и удалить клеточный мусор, снижая общий уровень воспаления. Глава 6. Финальный штрих омега-3 и сила криля. Если вы решите сделать только одно изменение в рационе вашей кошки сегодня, пусть это будет добавление качественной добавки омега-3. Это самый эффективный способ борьбы с системным воспалением. Однако не все омега-3 одинаковы.
Многие врачи рекомендуют рыбий жир, но проблема в том, что рыба находится высоко в пищевой цепочке и часто накапливает токсины и тяжелые металлы. Доктор Джонс рекомендует использовать масло криля. Криль находится в самом низу пищевой цепочки, он практически свободен от токсинов и содержит мощные антиоксиданты и жирные кислоты ИПА и DHA в максимально доступной форме. Это добавка, которая может реально изменить генетическую предрасположенность вашего питомца к болезням. Заключение. Ваша стратегия выживания. Мы сегодня разобрали вещи, которые могут показаться пугающими. Мы узнали, что привычный нам кибл полон токсинов, тяжелых металлов и веществ, вызывающих рак. Мы поняли, что углеводы – это яд для хищника, а лишний вес сокращает жизнь на годы. Но помните, у вас есть сила все изменить. Даже если вы не можете полностью перейти на сырое или домашнее питание прямо завтра, это нормально. Сделайте хотя бы 1-2 шага. Уберите углеводные лакомства, добавьте масло криля, попробуйте 1 день интермиттирующего голодания или просто начните контролировать вес, прощупывая ребра. Ваша кошка полностью зависит от ваших решений. Вы ее единственный защитник в мире, где индустрия питания часто ставит прибыль выше здоровья. Дайте своему питомцу шанс на долгую жизнь без рака, начав с его миски уже сегодня. Поделитесь в комментариях, знали ли вы о вреде тефлоновой упаковки или о клетках зомби. Какое из этих изменений вы планируете внедрить первым? Берегите своих маленьких сородичей. Увидимся в следующем видео.